Всем привет! В данном видео я расскажу, что делать, если вы забыли графический ключ от телефона, или защитный код, или пароль от телефона. А также, если вы не знаете пароль от Google аккаунта, который у вас установлен на телефоне, так как после сброса через recovery графического ключа или пароля ваш телефон запросит ввести пароль, войти в Google аккаунт, который сейчас стоит на этом телефоне. Итак, поехали. Для начала переходим в recovery, то есть выключаем телефон. На разных телефонах переход в recovery осуществляется по-разному. Как конкретно на вашей модели, можете найти в интернете. На всех Samsung переход осуществляется путем зажатия клавиши включения-выключения, прибавкой громкости и домой. Одновременно зажимаем 3 клавиши. Включение-выключение отпускаем после загрузки логотипа. Прибавку громкости домой удерживаем до перехода в меню Recovery. Кто не знает перемещаться по меню Recovery клавишами прибавку-убавку громкости, а выбор у нас клавиша включения-выключения. На более современных моделях уже работает и сенсорный экран. Значит, для сброса до заводских настроек мы выбираем Wipe Data Factory Reset, выбираем OK, выбираем Yes. Выбираем верхний пункт меню, то есть перезагрузка телефона. И у нас происходит сброс до заводских настроек. Ожидаем некоторое время. Язык выбираем русский. В телефоне нам необходим будет интернет. То есть она должна быть либо вставлена сим-карта с доступом к интернету, или заходим через Wi-Fi. Нажимаем «Далее», «Далее», «Принять». Вот у нас стоит защита от Google, то есть нам необходимо ввести аккаунт, который был установлен на этом телефоне. Сейчас я буду рассказывать, как полностью удалить аккаунт с телефона, отключить гугловскую защиту. Есть несколько способов. Самый последний способ я расскажу, который прям точно работает, так как на разных телефонах они могут все способы отличаться. Возможно, на вашем способы подойдут самые простые, такие как, к примеру, берем карту памяти, при включенном аккумуляторе, включенном телефоне вставляем карту памяти. Если у вас нет доступа с включенным аккумулятором к гнезду карты памяти, значит через кабель УТГ можно. Вставляете обычную карту памяти, у вас возможно высветится выбрать место сохранения файлов, нажимаете OK, переходите в настройки, там сможете, возможно, вы добраться до приложений. И далее уже я буду объяснять в конце видео, что надо будет делать в настройках. Если вы доберетесь до настроек и просто сбросите до заводских, у вас получится вот такая же ситуация, которая сейчас. Следующий способ, который может помочь на некоторых устройствах, это вставить сим-карту и попробовать на нее позвонить. Затем взять трубку, перейти в меню, там, в настройки, и далее уже в конце буду объяснять, что делать в настройках. Следующий способ, который тоже может помочь, это если вы нажимаете на клавишу «Домой»,
На некоторых устройствах это может сработать. Или там раза 3 или 5 нажимаете на клавишу «Домой», то есть быстро кликаете. Или зажимаете клавишу «Домой», так как вот на этом устройстве, смотрите. Зажимаете клавишу «Домой», попадаете в Google поиск, здесь пишите «Настройки». Листаете в самый низ из ваших приложений «Настройки». На некоторых устройствах также может сработать. Что делать в настройках, я в конце объясню. Следующее, что можно попробовать, это нажать на поле ввода адреса электронной почты. На некоторых устройствах долго нажимать на клавишу «Собака» и удерживать. Это опять зависит от телефона. На некоторых устройствах, тут вот где настройки клавиатуры, то есть тут может знак вопроса быть, или точка, или еще что-то. Вот нажимаем, нам необходимо параметр шестеренка. То есть у вас может быть это собака, перейти в параметры, долго удерживать. На каких-то устройствах вот такая шестеренка. Переходим, значит, в настройки клавиатуры. Здесь нажимаем клавишу «Свернуть», затем опять в поиск попасть, опять ввести настройки, и аналогичный тому способу будет способ. У меня он также не работает. Теперь перехожу, который на большинстве устройствах сейчас способ, по крайней мере сейчас, в 2021 году, рабочий способ. И при вас я сейчас покажу, как это все делать. Но перед этим попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк, если вам этот способ поможет. И обязательно пишите любой комментарий. Чем больше комментариев и лайков, тем вы больше меня мотивируете снимать подобные видеоролики. Поэтому пишите любой комментарий, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Значит, способ, который помогает на этом телефоне. В 2021 году он, скорее всего, поможет на большинстве телефонах. Нажимаем клавишу «Домой» раза 3 или раз 5. Функция TalkBack включена. Включаем функцию Теперь пользователи с нарушениями зрения могут... Я звук убавлю. Переходит в уроки, как пользоваться функцией. Эти уроки нам не нужны. Мы выходим. Здесь мы проводим вот такую вот галочку. Нажимаем «Настройки». Один раз нажимаем, у нас подсвечивается, и 2 раза кликаем. В принципе, как мы перешли в это меню, чтобы нам не мешала функция TalkBack, мы ее можем отключить. Нажимаем 3 раза на «Домой». Наверное, подождать чуть-чуть надо. Пока она проговорит, я просто звук убавил. Все, функцию отключили, чтобы она не мешалась. Листаем в самый низ. Выбираем «Политика конфиденциальности». Выбираем «Браузер». Нажимаем «Продолжить». Нажимаем «Пропустить». В поиск пишем Quick SouthMaker. Вот высветилось Quick SouthMaker. С Play Market мы его скачать не сможем, так как мы не вошли в Google аккаунт. Выбираем какой-то из сайтов, где можно будет его скачать. Давайте попробуем вот quicksoundmaker.ru. Данный сайт. Да, вот приложение, иконка выглядит так. Нажимаем «Скачать». Нажимаем «Окей». «Открыть». «Настройки».
Нас интересует пункт «Неизвестные источники». Разрешаем установку приложений из браузеров, не только с Play Market. Можем полностью разрешить для всех приложений, можем разрешить только эту установку. Доступ здесь маленький, доступ к интернету и создание ярлыков. Нажимаем «Установить». Открыть. В действиях пишем TouchWiz. Язык английский, пишем на английском. Вот, экран TouchWiz. Кликаем экран TouchWiz. Нажимаем «Посмотреть». Мы попадаем на рабочий стол. Переходим в настройки. Очень важно, здесь мы листаем в самый низ, выбираем об устройстве, сведения о ПО, номер сборки. Кликаем по нему много раз до активации разработчика. Выходим опять в настройки. Листаем в самый низ, и вот параметры разработчика у нас появились. Заходим в них, включаем, если они у вас не включены. Листаем чуть ниже и активируем вот функцию разблокировка. Разрешить разблокирование предусматриваемых приложений OEM. Включаем. Включаем. Опять выходим в настройки. Выбираем «Архивация и сброс». После включения той функции мы уже можем делать сброс данных. У нас полностью удалится Google аккаунт, который был установлен. Если мы не активируем эту функцию, то мы опять вернемся к защите от Google. Также на некоторых устройствах может здесь быть еще сброс DRM, сброс лицензий. Так вот, на этом устройстве нету, на которых есть вроде как вот этот сброс DRM. Если мы его при сбросе данных активируем, то нам даже эту функцию для разработчиков не обязательно включать. То есть, к примеру, если у вас нету той функции в меню для разработчиков, значит вот здесь вы просто ставите галочку «Сброс DRM». Вот на этих телефонах такой функции даже нету. Нажимаем «Сброс данных». Сбросить устройство, удалить, все. После перезагрузки у нас с телефона удалятся все данные, плюс удалится Google аккаунт. Мы уже сможем добавить новый Google аккаунт и пользоваться телефоном. Поэтому, кому это видео помогло, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Всем спасибо, пока.